Есть фильтр, который может учитывать прошлые измерения, но не хранить их в массиве. Для микроконтроллера это выгодно. Вместо буфера из десятков отчетов одно число. Вот именно так работает EMA — экспоненциальное скользящее среднее. Представьте датчик, с которого микроконтроллер считывает данные. Реальные отчеты совсем не гладкие, они скачут из-за помех и погрешности измерения. Такой сигнал нельзя использовать для управления. Система будет реагировать не только на полезные изменения, но и на случайные колебания. Значит, сигнал нужно сгладить. Один из способов — усреднять несколько последних измерений. А этот подход мы уже разбирали в ролике про скользящее среднее, ссылка вверху экрана. Здесь оконный фильтр должен хранить несколько последних отчетов. Новое значение входит в окно, старое выходит, и для корректного обновления результата это старое значение нужно знать. Значит, нужен буфер, а это память микроконтроллера. А вот EMA решает эту задачу иначе. Фильтр не хранит окно прошлых измерений, он хранит только одно число — свое текущее состояние. Когда приходит новый отчет, EMA не заменяет состояние фильтра этим отчетом. Вместо этого фильтр немного сдвигает свое состояние в сторону нового измерения. Размер этого сдвига задает коэффициент альфа. Малая альфа означает маленький шаг. Фильтр сильнее подавляет шум, но медленнее реагирует на изменения сигнала. Большое альфа означает большой шаг. Фильтр быстрее следует за входом, но сглаживание становится слабее. Теперь можно посмотреть на саму формулу. В классической записи новое значение EMA состоит из двух частей — вклада текущего измерения и вклада предыдущего состояния фильтра. В программной форме эта идея записывается особенно компактно. Фильтр берет разницу между новым измерением и текущим состоянием, умножает ее на альфа и добавляет полученную поправку к своему состоянию. Именно поэтому для реализации EMA достаточно хранить одно состояние фильтра и обновлять его при каждом новом отчете. Остается вопрос, если EMA хранит только одно число, где находится прошлое? Прошлое находится в самом состоянии фильтра. Предыдущее значение уже было получено из более раннего измерения и еще более старого состояния, поэтому текущее состояние содержит накопленный след предыдущих отчетов. Если раскрыть эту связь, видно, текущий отчет влияет сильнее всего, предыдущий слабее, более старые отчеты еще слабее. Их вклад убывает экспоненциально. Оконный фильтр хранит конечный набор значений и резко отбрасывает все, что вышло за границу окна. EMA не имеет такой жесткой границы. Влияние прошлых отчетов уменьшается с каждым шагом. EMA не заменяет скользящее среднее везде, но если задача компактно сгладить поток данных, уменьшить шум и минимальные затраты памяти, то EMA часто является удобным решением. Подписывайтесь на канал, там есть еще много интересного.